Кем мы будем работать в 2030 году? Мы все слышали разговоры о том, что роботы заберут наши рабочие места, а искусственный интеллект все изменит. Это правда, но это не вся правда. Мир работы не исчезает, он превращается во что-то новое. Давайте разберемся, какие профессии станут по-настоящему востребованы через несколько лет и почему. Что меняет наши профессии? Представьте себе 4 мощные силы, которые, как гигантский бульдозер, перекраивают карту профессий. Технологии. Это не только компьютеры. Это искусственный интеллект, который может анализировать данные, роботы на заводах, дроны для доставки и умные дома. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано, но машины пока не умеют по-настоящему сочувствовать, творить и договариваться. Забота о здоровье и долголетии. Мы хотим жить не просто дольше, а дольше оставаться здоровыми и активными. Это рождает спрос не только на врачей, но и на специалистов, которые помогают нам хорошо себя чувствовать и выглядеть. Экология. Проблемы с климатом и загрязнением заставляют нас переходить на зеленые технологии. Появляется спрос на энергию солнца и ветра, на переработку мусора и экологичные материалы. Общество. Мы все больше ценим личное внимание, психическое благополучие и возможность учиться в любом возрасте. Проще говоря, все, что требует чистой физической силы, однообразного повторения или обработки стандартных данных, в зоне риска. А вот все, где нужны человечность, творчество и сложное принятие решений, на подъеме. Какие профессии будут нужны? Вот самые перспективные области, где вы или ваши дети смогут построить успешную карьеру. Все, что связано с технологиями и данными. Здесь будут не только программисты, но и множество других крутых специалистов. Врачи для искусственного интеллекта. Кто-то должен его учить, настраивать и следить, чтобы он принимал правильные и честные решения. Следопыты данных. Эти люди умеют находить в огромном потоке информации, данных, полезные закономерности. Например, понять, какие товары люди будут покупать завтра или как улучшить работу городского транспорта, киберполицейские. Чем больше наша жизнь в интернете, тем больше в нем преступников. Специалисты по кибербезопасности защищают банки, больницы и наши личные фото от хакеров. Создатели виртуальных миров. Они разрабатывают игры, образовательные тренажеры или цифровые туры по музеям, в которые можно погрузиться с помощью очков виртуальной реальности. Главное качество для этого направления — любовь к постоянному обучению. Технологии меняются очень быстро. Второе направление связано со здравоохранением и заботой о себе. Здесь фокус переместится с лечения болезней на предотвращение болезней. Персональные консультанты по ДНК. Они расшифруют вашу генетику и скажут, к каким болезням у вас есть предрасположенность, и посоветуют, как их избежать с помощью правильного питания и образа жизни. Специалисты по умным лекарствам. Они будут подбирать лечение именно для вас, с учетом ваших особенностей, а не для всех. Операторы медицинских роботов. Врач будет управлять роботом-хирургом с ювелирной точностью, проводя сложнейшие операции. Медики в сфере информационных технологий. Специалисты, которые разбираются и в медицине, и в технологиях. Они создают программы для анализа снимков МРТ или приложения для контроля сахара в крови. Еще одно направление будет связано с зеленой экономикой, забота о планете. Спасение Земли — это не только про активизм, но и про реальные профессии. Инженеры по чистой энергии. Они строят и обслуживают солнечные электростанции и ветряные парки. Специалисты по переработке отходов. Их задача — сделать так, чтобы из старого пластика получалась новая куртка, а из пищевых отходов — удобрения. Мусора не должно быть. Экоаудиторы. Они придут на завод и подсчитают, сколько тот загрязняет воздух, и предложат зеленые решения. Фермеры в городе. Они будут выращивать свежую зелень и овощи прямо на крышах небоскребов в специальных вертикальных теплицах без почвы. Также востребованы будут профессии, где важны человечность и забота. То, что не сможет сделать ни один робот. Персональные гиды по знаниям.
Школа и университет перестанут быть единственными местами для учебы. Вам будет нужен тьютор, наставник, который поможет выбрать онлайн-курсы, освоить новую профессию в 40 или 50 лет. Дизайнеры эмоций и удобства. Они будут создавать сайты, приложения и даже пространство в офисе так, чтобы вам было приятно, удобно и не хотелось уходить. Коучи по ментальному здоровью. Они помогут справиться со стрессом, выгоранием и информационной перегрузкой, главными болезнями современности. Специалисты по уходу за пожилыми. Так как общество стареет, будет много работы для тех, кто может с заботой и уважением помогать старшему поколению. Не останутся без внимания и сложное управление, и этика. Менеджеры по устойчивому развитию. Они помогают компаниям быть не только прибыльными, но и социально ответственными. Меньше вредить природе, заботиться о сотрудниках. Судьи для роботов. Юристы и философы, которые будут придумывать правила для беспилотных машин и искусственного интеллекта. Например, кто виноват, если самолет без пилота попал в аварию? Какие навыки прокачивать уже сегодня? Неважно, в какой вы сфере, эти умения будут цениться на вес золота в 2030 году. Умение учиться. Главный навык — это способность быстро осваивать новое. Критическое мышление. Не верить всему написанному в интернете, а уметь анализировать, задавать вопросы и делать собственные выводы. Творчество. Способность придумывать новые идеи, нестандартные решения и видеть то, чего не видят другие. Эмоциональный интеллект. Умение договариваться, понимать чувства других, работать в команде и сопереживать. Экологическое мышление. Понимать, как наши действия влияют на планету. Будущее работы не за пугающими роботами, а за людьми, которые умеют делать то, чего не могут машины — мечтать, творить, заботиться и договариваться. Лучшая инвестиция в будущее вашей карьеры — это инвестиция в себя, в свои человеческие навыки и готовность никогда не останавливаться в обучении. Будущее наступит быстрее, чем мы думаем, и оно будет интересным. Готовы ли вы к нему?